Добрый день, в этом видео я хочу показать, как собрать компьютер назад. Я разобрал, чтобы почистить кулер себе, получается, я уже продул тут все, прочистил все, что можно будет. Сейчас буду показывать на обратный процесс. Получается, сейчас будем накидывать эту крышечку. Вот, и делать там все остальные там детали собирать назад. Вот, я пока сейчас отключу. Вот, мы поставили болтики все назад. Вот, там много маленьких и пару больших. Вот такие провода центральные я не трогал. Я обошелся без этого. В общем, теперь ставим плату назад. Получается, сейчас будем ставить плату назад, а потом подсоединим белый провод туда, назад к маленькой плате. Вот. Я закрепил болты, которые находятся возле кулера. Тут вот везде идут по плате. Сейчас будем протягивать белый провод. Получается, тут вот эту штучку будем назад ставить, вот эту, и красный тут провод будем подсоединять назад. Вот это видео я снимаю первый раз, как бы разбираю компьютер тоже первый раз, но лучше так сразу не пробовать. До этого я только снимал клавиатуру, вот решил почистить кулер. Для снятия этого всего я использую набор отверточек, вот такой вот маленький набор отверточек, у меня их куча тут. Вот, без него, наверное, никуда, потому что тут все болты разные. В общем, ставим назад провода. Подсоединил белый шлейф, который идет к USB портам. Потом подсоединил вот эти вот провода, синий и красный. Тут он идет к динамику. Вот, сейчас буду подключать вот белый провод. Надо уже, получается, перевернуть. И вот этот вот провод, который он шел там через всю плату, его надо будет тут заправить и подсоединить вот сюда вот назад к этой плате. Вот он проходит насквозь, и сейчас я его подсоединю и покажу как. Получается, я протянул провод, и тут он белый провод я накинул, и все. Тут клемма такая, что она снимается. Вот. Черный провод я даже не снимал, чип этот вот я не снимал. Сейчас вот продолжаем сборку дальше. Сейчас я решу, что делать. Надо будет потом зафиксировать эту плату и потихоньку закручивать болты, ставить все назад на место. Я накинул пластмассу, вот эту сверху, получается, после подсоединения проводов. Теперь буду подсоединять вот этот шлейф и вот этот. Вот, чтобы была общая картина тут. И тут должен подсоединить. Это обязательно так не будет работать, если не подсоединим. Подсоединил шлейфы. Вот, и теперь будем подсоединять клавиатуру, ставить клавиатуру на место. Вот, клавиатура ставится назад, вот этой вот синей частью, и она вот так вот загибается, туда заходит и защелкивается, как и все шлейфы тут. Там есть у меня первое видео, оно по принципу защелки, что надо вставить шлейф, вот так вот, и буквально его захлопнуть, потому что по-другому она не работает. Вот.
вот этот разъем, его надо отодвинуть, туда всунуть и потом захлопнуть. И по такому принципу все шлейфы тут стоят. Так что будьте аккуратны, когда будете разбирать ноутбук, назад можете не сложить. Это очень трудно. Я закрепил тут болтик, осталось подсоединить жесткий диск. Получается, все остальное у нас уже почти все собрано. Вот, начинаем просто все ставить назад потихоньку. Сейчас подсоединяю жесткий диск. Вот, аккуратненько. Вот, придется отключить. И потом будем с вами ставить дисковод. Я поставил дисковод. Назад вот сейчас буду ставить, вернее. Тут он фиксируется на центральном болте. Поставил уже карманчик, прикрутил. Тут он держится на одном болте. Тут пустое место, можно туда что-то ложить. Вот специально так придумано, конечно. Ладно, крышечку я захлопнул, болты закрутил. То есть нам осталось еще подсоединить батареи и повкручивать болты, которые идут по бокам. Все, на этом вся разборка будет закончена. И следующий комментарий я уже буду проводить на самом ноутбуке. Получается, я включил ноутбук работает, загрузился, все нормально. Вот, просто хотел показать, наспех собирал, осталось пару болтов и одно крепление. Вот, но у меня он все равно работает, просто что за счет шлейфов, которые я нормально там все подсоединял, ноутбук нормально работает. Кулер не слышно, но хоть и вынял оттуда мешок грязи, как бы не знаю, что еще показывать, могу только показать марку компьютера, которого собирал. Вот сейчас с вами тут посмотрим. Получается, у меня Acer, и вот тут идет ниже марка E1531. Вот это я делал разборку этого ноутбука. То есть у меня все удачно получилось. Вот и я делал уже как бы по ролику. Вот я смотрел, как разобрать, и родилась идея, как собрать назад. Вот, так что смотрите такие ролики, учитесь, делайте. Я думаю, что потихоньку будет получаться. Все, до новых встреч, пока-пока. Смотрите мои ролики на YouTube, подписывайтесь на канал.